Здравствуйте. Извините, можно вопрос? Здравствуйте, конечно, спрашивайте. Я ищу серверную комнату. Вы не подскажете, где она? Серверная? Да, конечно, вы первый раз здесь. Да, сегодня у меня собеседование. Немного волнуюсь. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Серверная находится на третьем этаже. Спасибо большое. Мне идти по лестнице или есть лифт? Есть лифт и лестница. Лифт удобнее, он справа от входа. Поняла. Я вижу лифт. А на какой стороне третий этаж? Когда выйдете из лифта, поверните налево. Хорошо. Там будет табличка? Да, на двери написано «серверная». Ее легко найти. Отлично. А дверь всегда открыта. Нет, обычно закрыто. Позвоните в звонок рядом с дверью. Ясно. А кто открывает дверь? Обычно я или мой коллега Максим. Спасибо, мне сегодня нужно выполнить задание с серверами. Вы уже работали с такими задачами раньше. Да, но не в такой большой компании. Немного переживаю. Все получится. Здесь дружный коллектив. Спасибо за поддержку. А можно с собой ноутбук? Конечно, можно. Там есть розетки и Wi-Fi. Это удобно. А если нужна помощь, к кому обратиться? Можно мне или к Максиму, мы всегда на месте. Спасибо, Алексей. Вы очень добрый. Ни за что. Рад помочь новым коллегам. А в серверной холодно. Мне взять кофту? Да, там прохладно из-за кондиционеров. Лучше взять кофту. Хорошо, спасибо. А сколько времени обычно дают на задачу? Обычно час или полтора. Все зависит от задания. Понятно. А можно пить воду в серверной? Лучше пить воду около серверной, не внутри. Хорошо, буду осторожна. А если что-то сломаю? Не переживайте, главное сказать сразу. Спасибо за совет. А камеры в серверной есть? Да, есть камеры для безопасности. Ясно. А можно пользоваться телефоном? Можно, но тихо, чтобы не мешать другим. Хорошо, буду внимательна. А серверная большая? Довольно большая, там много оборудования. Интересно. Я никогда не видела столько серверов. Можете посмотреть, я покажу, если хотите. Было бы здорово. Спасибо за предложение. Не за что, вам будет интересно. Спасибо, Алексей. Вы мне очень помогли. Всегда рад помочь. Удачи на собеседовании. Спасибо. Надеюсь, все получится. Уверен, все будет отлично. До встречи в серверной. До встречи, Ирина. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я пришла на собеседование. Добрый день, Ирина. Очень приятно. Я Андрей, технический специалист.
Спасибо, Андрей. У меня практическое задание. Да, верно, вам нужно подключить ноутбук к нашему офисному принтеру. Хорошо, где находится принтер? Принтер стоит вот там, возле окна, рядом с растением. Я вижу его. Это лазерный принтер? Да, это лазерный принтер Canon. Вы работали с такими? Да, я часто подключала лазерные принтеры на прошлой работе. Отлично. Вам нужен кабель или Wi-Fi подключение? Я бы попробовала подключиться по Wi-Fi. Это возможно? Конечно, принтер поддерживает Wi-Fi. Вот инструкция и пароль от сети. Спасибо. Я открываю настройки на ноутбуке. Теперь ищу сеть принтера. Если сеть не видно, скажите, я помогу. Вот я нашла сеть, ввожу пароль. Все подключено. Молодец. Теперь попробуйте установить драйвер принтера. Можно использовать диск или скачивать из интернета. Лучше скачать с сайта Canon. Вот адрес сайта. Спасибо. Я открыла сайт. Сейчас ищу нужную модель. Название модели написано на принтере. Посмотрите, пожалуйста. Ага, вижу. Canon LBP 2900. Отлично, скачайте драйвер для Windows. Уже скачиваю. Теперь устанавливаю драйвер. Это займет пару минут. Не волнуйтесь, все хорошо. Если нужна помощь, скажите. Спасибо, Андрей. Пока все понятно. Драйвер установился. Прекрасно. Теперь добавьте принтер в список устройств. Захожу в устройства и принтеры. Нажимаю «Добавить принтер». Принтер появился в списке. Да, вижу Canon LBP 2900. Добавляю. Супер, попробуйте напечатать тестовую страницу. Окей, открываю документ. Нажимаю «Печать». Сейчас посмотрим. Лист выходит из принтера. Да, все работает. Вот тестовая страница. Отлично, Ирина, вы справились быстро. Спасибо. Я немного волновалась, но все получилось. Вы очень уверенно работали. Это важно для нашей команды. Мне понравилось задание. Ваша техника современная. Спасибо. А как часто вы подключаете принтеры на прошлой работе? Почти каждую неделю. Коллеги часто обращались за помощью. Значит, опыт большой, а с какими марками еще работали? С Epson, HP, Brother и Canon. Больше всего с Canon. Понятно. А если принтер не виден в сети, что вы делаете? Проверяю питание, Wi-Fi, перезагружаю принтер. Иногда помогает смена порта. Хороший подход. А как объясните проблему коллеге? Просто и понятно. Говорю, что нужно проверить кабели и сеть. Это важно. Вы умеете объяснять спокойно.
Спасибо. Я стараюсь помогать и не создавать стресс. Очень хорошо. У нас часто новички, они могут волноваться. Я всегда терпелива и готова объяснить несколько раз. Это замечательное качество. Спасибо за работу. Спасибо за интересное задание и поддержку. Рад был познакомиться. Успехов на собеседовании. Спасибо, Андрей. До свидания. До свидания, Ирина. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я сегодня на собеседовании. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Дмитрий. Я технический специалист. Как ваше настроение? Спасибо, хорошо. Немного волнуюсь, конечно. А у вас как дела? Все отлично, спасибо. Не переживайте, все будет хорошо. Готовы начать задание? Да, конечно, я готова. Отлично. У нас есть задача. Нужно найти пропавшие документы на этом компьютере. Вы раньше искали файлы? Да, иногда дома ищу фотографии или документы. Здесь все то же самое. Почти. Вот эта папка. Документы. Вы видите ее? Да, вижу. Открыть ее? Да, пожалуйста. Что вы видите внутри? Здесь много папок. Работа, личная, разная. В какой искать? Начнем с папки «Работа». Откройте ее. Открыла. Здесь есть файлы, но нужных нет. Как они назывались? Мне нужны файлы «Отчет 2023» и «План 2024». Видите такие? Нет, таких нет. Может, они в другой папке? Возможно. Посмотрите в папке «Разное». Открыла разное. Здесь только фотографии. Хорошо, тогда попробуйте поискать по названию файла. Знаете, как это сделать? Я обычно нажимаю на лупу внизу экрана. Это правильно? Да, все верно. Введите отчет 2023 и посмотрите, что найдется. Написала. Компьютер ищет. Вот, есть какой-то файл, но он в корзине. О, интересно. Откройте корзину, пожалуйста. Открыла. Здесь есть отчет 2023 Docs. Его восстановить? Да, нажмите правой кнопкой и выберите «Восстановить». Готово. Файл снова в папке «Работа». Отлично. Теперь попробуем найти план 2024. Ищу, нет такого файла. Может быть, другой вариант названия? Посмотрите просто «План». Написала план. О, есть файл «План новый 2024 DocX». Давайте откроем его и посмотрим. Это тот файл. Открыла. Да, здесь план на 2024 год. Думаю, это то, что нужно. Хорошо, вы молодец. Все нашли. Вам удобно работать с файлами. Да, мне нравится. Иногда бывает сложно, но я учусь. Это хорошо. Если файл случайно удален, вы знаете, что делать. Теперь знаю,
Нужно смотреть в корзине и восстанавливать. Верно, если файл просто потерялся, используйте поиск. Спасибо, теперь я лучше понимаю, как искать документы. Пожалуйста, у вас есть вопросы по заданию. Нет, думаю, все понятно. Спасибо за помощь. Рад помочь, не волнуйтесь, у вас все хорошо получается. Спасибо, Дмитрий. Было приятно с вами работать. И мне тоже хорошего дня и удачи на собеседовании. Спасибо, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Извините, могу я задать вопрос? Здравствуйте, конечно, спрашивайте. Я решаю тестовое задание, но моя мышка плохо работает. Понимаю, она совсем не работает или проблемы только иногда. Иногда работает, иногда нет. Курсор прыгает. Это неудобно. У вас есть запасная мышка? Нет, к сожалению, нет. Можно взять у вас одну. Конечно, у меня есть несколько новых мышек. Вам нужна проводная или беспроводная? Лучше проводная. Я не люблю менять батарейки. Хорошо, сейчас найду. Какого цвета вы хотите? Мне все равно главное, чтобы работала. Вот черная мышка. Она простая, но очень надежная. Спасибо большое. Она точно совместима с этим компьютером. Да, подключается через USB. Проблем быть не должно. Отлично. А я смогу сама ее подключить. Конечно, просто вставьте кабель в USB-порт. Спасибо, я попробую. Сейчас видно, курсор двигается плавно. Рад помочь. Если что-то будет не так, скажите. Спасибо, Олег. А у вас всегда есть запасные мышки? Обычно да, мы часто работаем с техникой, запас важен. Это удобно. А сколько стоит такая мышка? Для сотрудников 500 рублей. Хотите купить? Да, пожалуйста. Я смогу оплатить переводом. Конечно, вот номер карты. Можете перевести сейчас. Спасибо, сейчас переведу. Готово, отправила. Получил. Спасибо. Вам нужна коробка от мышки. Нет, не нужно, спасибо. Можно только чек. Конечно, сейчас напечатаю чек. Спасибо, очень приятно с вами работать. Спасибо и вам. Как идет ваше задание? Уже лучше, сейчас все работает. Я успею сдать вовремя. Отлично. Если нужна помощь с техникой, обращайтесь. А вы давно работаете айтишником? Уже 5 лет. Мне нравится помогать людям. Это чувствуется, вы очень внимательны. Спасибо, Ирина. Ваши слова меня радуют. А вы всегда работаете в этом офисе. Обычно тут, но иногда помогаю онлайн. Понятно. А если мышка сломается, вы чините. Иногда, но чаще проще купить новую. Спасибо за совет.
Вы очень добры. Рад помочь. Желаю удачи с заданием. Спасибо. Если что-то случится, я напишу вам. Конечно, пишите, я всегда на связи. Хорошего дня, Олег. И вам хорошего дня, Ирина. До свидания. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я пришла на собеседование в отдел IT. Здравствуйте, Ольга. Я Дмитрий, системный администратор. Очень рад познакомиться. Спасибо, Дмитрий. Мне тоже приятно познакомиться. Как у вас дела? Спасибо, все хорошо. А у вас как настроение? Немного волнуюсь, но все в порядке. Это мое первое собеседование в IT. Не переживайте, все будет хорошо. Вы раньше работали с компьютерами? Да, я работала офис-менеджером, часто помогала коллегам с компьютером. Отлично. А как у вас с установкой программ? Я умею устанавливать программы, обновлять их и удалять ненужные. Хорошо. А если компьютер перестал работать, что вы делаете? Сначала проверяю, включен ли он в розетку и есть ли интернет. Это правильно. Вы знаете, как поменять пароль в Windows? Да, я захожу в настройки, выбираю учетные записи, потом меняю пароль. Хорошо. А если принтер не печатает, что вы делаете? Проверяю бумагу и картридж, смотрю, есть ли ошибка на дисплее. Молодец. У нас часто бывают такие ситуации. Как вы относитесь к работе в команде? Я люблю работать в команде. Всегда готова помочь коллегам. Это важно. Иногда нужно объяснять простые вещи другим сотрудникам. Вы умеете это делать. Да, я стараюсь объяснять спокойно и понятно, даже если человек не разбирается в компьютерах. Очень хорошо. Сейчас у нас небольшое задание. Пожалуйста, попробуйте подключить этот ноутбук к нашей сети Wi-Fi. Конечно, я открываю настройки Wi-Fi, выбираю нужную сеть, ввожу пароль. Отлично, все работает. А теперь откройте браузер и зайдите на сайт компании. Открываю Chrome, пишу адрес сайта. Сайт открылся, все в порядке. Отлично справились. А если сотрудник забыл пароль от электронной почты, что вы посоветуете? Сначала попробую восстановить пароль через «Забыли пароль». Если не получится, обращусь к вам. Все правильно, а вы бы смогли объяснить это другому сотруднику. Да, я могу показать, куда нажимать и что писать. Хорошо, а как вы относитесь к новым программам? Легко учитесь? Мне нравится учиться. Я быстро понимаю новые программы, если есть инструкция.
Замечательно. Иногда нужно работать в выходные. Это для вас удобно? Иногда могу. Если заранее знать, то я могу спланировать свое время. Отлично. А что вам больше всего нравится в работе с компьютерами? Мне нравится решать задачи, когда у людей проблемы с техникой. Это как маленькая победа. Согласен, это приятно. А у вас есть опыт работы с Excel? Да, я умею делать таблицы, использовать формулы и фильтры. Это пригодится. А если программа зависла, что вы делаете? Пробую закрыть ее через диспетчер задач или перезагрузить компьютер. Все верно, вы хорошо разбираетесь. Есть ли у вас вопросы ко мне? Да, скажите, сколько человек работает в вашем отделе? У нас 5 человек. Мы дружная команда. Всегда помогаем друг другу. Это здорово. А бывает ли у вас обучение новым системам? Да, мы часто учимся вместе. Если выходит новая программа, я провожу инструктаж. Отлично. Мне нравится учиться новому. Это хорошо. Нам нужны такие сотрудники. Как вы думаете, легко ли работать с разными людьми? Иногда сложно, но если быть терпеливым, все получается. Согласен. Спасибо, Ольга. Вы хорошо справились с заданием и ответили на все вопросы. Спасибо вам, Дмитрий, за поддержку и добрые слова. Если будут вопросы, не стесняйтесь обращаться. Обязательно. Спасибо за встречу. Удачи вам, хорошего дня. И вам хорошего дня. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я сегодня пришла на собеседование. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Сергей. Я технический специалист. Как ваше настроение? Спасибо, все хорошо. Немного волнуюсь, конечно. Это нормально, не переживайте. Давайте начнем. Вам удобно сидеть. Да, спасибо. У вас очень уютный офис. Рад слышать. Вам нужно будет работать за этим компьютером. Вы уже работали с такими. Честно говоря, нет. Я работала только с ноутбуком. Не проблема, я помогу. Вот монитор, клавиатура, мышь. Все просто. Спасибо большое. А где здесь включается компьютер? Смотрите, вот эта кнопка справа на системном блоке. Нажмите ее. Вот так? О, компьютер включился. Спасибо. Пожалуйста, теперь вам нужно ввести ваш логин и пароль. А где я могу их получить? Сейчас я дам вам временный логин и пароль, потом вы сможете поменять. Хорошо, спасибо. Я ввожу. Готово. Отлично, теперь откройте, пожалуйста, программу для работы с документами. Вот этот значок. Нашла. Это Word. Да, это Word. Вы умеете пользоваться этой программой? Да, немного знаю. Я писала отчеты на старой работе.
Очень хорошо. Если будут вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо. Обязательно спрошу. А как мне подключиться к интернету? Интернет уже работает. Видите значок внизу справа? Он зеленый. Да, вижу. Все в порядке. Отлично. Вам нужна будет еще электронная почта для работы. У меня есть личная почта. Нужно создать рабочую. Да, я помогу. Откройте браузер и зайдите на сайт mailcompany.ru. Открыла. Что дальше? Введите ваш логин, который я дал, и временный пароль. Готово, я вошла. Молодец. Теперь вы можете отправлять и получать рабочие письма. Спасибо большое за помощь. Все понятно. Рад помочь. Вам нужно будет установить еще одну программу. Это мессенджер для общения с коллегами. А где его найти? Вот тут на рабочем столе зеленый значок. Нажмите. О, нашла. Надо тоже ввести логин. Да, используйте тот же логин и пароль. Готово. Появилось много контактов. Да, это ваши будущие коллеги. Вы сможете писать им вопросы. Очень удобно. А где можно распечатать документы? Принтер стоит в конце комнаты. Я покажу, как отправлять документы на печать. Спасибо. Покажите, пожалуйста. Вот, открываете документ, выбираете печать и выбираете нужный принтер. Все понятно. А если закончится бумага? Бумага лежит в шкафу справа от принтера. Можно взять оттуда. Хорошо, я запомню. А если будут технические проблемы, к кому обращаться? Можно написать мне в мессенджере или подойти лично. Я всегда на месте. Спасибо, Сергей. Вы очень терпеливы. Не за что, Ольга. Мне приятно помогать. Я немного волнуюсь, что что-то не получится. Не переживайте, все учатся. Я тоже когда-то начинал. Спасибо за поддержку. Уже все не так страшно. Вот и хорошо. Если готовы, можем попробовать выполнить простое задание. Давайте попробуем. Что нужно сделать? Откройте новый документ в Word и напишите короткое письмо клиенту. Хорошо. Я напишу. Добрый день. Спасибо за ваш вопрос. Я отвечу скоро. Отлично, очень вежливо. Теперь сохраните документ на рабочем столе. Готово, сохранила. Молодец, все получилось. Спасибо. Теперь я чувствую себя увереннее. Я рад. Если будут вопросы, всегда обращайтесь. Спасибо, Сергей. Очень приятно с вами работать. Спасибо, Ольга. Удачи вам. До встречи. До свидания. Хорошего дня. Здравствуйте, меня зовут Олег. Я пришел на собеседование. Добрый день, Олег.
Я Ирина, технический специалист нашей компании. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, Ирина. Очень рад познакомиться. Я тоже рада. Как добрались до нас сегодня? Все хорошо, дорога была легкой, у вас очень красивый офис. Спасибо. Мы недавно сделали ремонт. Вам нравится атмосфера здесь? Да, очень светло и уютно. Скажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Наша компания работает в сфере новых технологий. Мы создаем умные устройства для дома и офиса. Это очень интересно. А какие устройства вы делаете? Мы делаем умные лампы, термостаты и камеры наблюдения. Все управляется через приложение. Ух ты, а это приложение сложно использовать? Нет, оно очень простое. Даже дети могут его понять. Хотите посмотреть, как оно работает? Да, конечно, мне очень интересно. Вот мой планшет. Здесь открыто наше приложение. Я могу включить свет в офисе одним нажатием. О, я вижу, лампа загорелась, а можно регулировать яркость. Конечно. Смотрите, я делаю свет ярче, а теперь тусклее. Очень удобно, а можно управлять устройствами, когда меня нет дома. Да, все работает через интернет. Вы можете включать или выключать устройство из любой точки мира. Это здорово. А что насчет безопасности? Данные защищены? Да, у нас есть защита данных. Все устройства используют шифрование. Это важно. А есть ли поддержка новых языков в приложении? Сейчас есть русский, английский и немецкий. Мы работаем над добавлением других языков. Отлично. А сколько человек работает в вашей команде? В нашей команде 10 инженеров и 5 программистов. Вы много работаете вместе? Да, мы часто собираемся и обсуждаем новые идеи. Мы любим работать в команде. Это здорово. А есть ли у вас стажировка для новых сотрудников? Да, у нас есть программа стажировки. Мы помогаем новичкам учиться и развиваться. Мне нравится такой подход. А могу ли я попробовать решить какую-то задачу сейчас? Конечно. Вот пример. У нас есть умная розетка, но она не отвечает через приложение. Как вы будете действовать? Сначала я проверю, подключена ли розетка к сети, потом посмотрю настройки приложения. Хорошо. А если все подключено, а сигнала нет? Тогда я перезагружу розетку и попробую снова. Если не поможет, проверю интернет. Отлично. Это правильный подход. Иногда помогает обновить приложение. Спасибо за совет. А часто бывают такие проблемы. Редко, но иногда случается. Мы быстро находим решение. Это важно. А какие еще новые технологии вы используете? Мы внедряем голосовое управление.
Например, можно сказать: «Включи свет, и лампа включится». Вау, как в фильмах, а это работает на русском языке. Да, голосовое управление работает на русском и английском. Мне очень нравится ваша компания и технологии. Приятно слышать, а вы работали раньше с такими устройствами? Да, я использовал умные лампы дома, но не так много функций. У нас много новых функций. Мы всегда ищем идеи от новых сотрудников. У меня есть несколько идей для приложения. Могу рассказать. Конечно, я люблю слушать новые предложения. Можно добавить функцию напоминаний. Например, лампа мигает, когда нужно выйти из дома. Отличная идея. Я расскажу об этом нашей команде. Спасибо, я рад быть полезным. Спасибо вам, Олег. Было приятно пообщаться. Мне тоже очень понравилось. Спасибо за интересный рассказ. Хорошего дня, Олег. Мы с вами свяжемся. Вам тоже хорошего дня, Ирина. До свидания. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я пришла на собеседование. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Дмитрий, я технический специалист. Как у вас настроение? Спасибо, все хорошо. Немного волнуюсь, если честно. Это нормально, не переживайте. Сегодня мы поговорим о вашей работе и обучении. Хорошо, я готова. Что мне нужно делать? Для начала расскажите, есть ли у вас опыт работы с техникой? Да, я немного работала с компьютерами и принтерами в офисе. Отлично, вы быстро учитесь новым программам? Думаю, да. Я стараюсь внимательно слушать и спрашивать, если что-то непонятно. Очень хорошо. У нас есть техническое обучение для новых сотрудников. Вы согласны участвовать? Да, конечно. Мне интересно узнать больше. Здорово. Обучение длится 2 недели, каждый день по 3 часа. Это удобно для вас? Да, это удобно. В какое время начинается обучение? Обычно с 10 утра до часу дня. Вам подходит такое время? Да, прекрасно. Я могу приезжать вовремя. Отлично. На обучении мы разбираем работу с оборудованием и программами. Это хорошо. Я хочу узнать, как все работает. Вы будете работать в команде. Вы любите работать с другими людьми. Да, мне нравится команда. Можно учиться у коллег. Верно. Если будут вопросы, всегда можно спросить у меня или у других специалистов. Спасибо, Дмитрий. Я обязательно буду спрашивать, если что-то не понимаю. Это правильно. Не бойтесь ошибаться. Мы все учимся. Спасибо за поддержку. Я хочу стать хорошим специалистом. Я уверен, у вас все получится. Почему вы выбрали нашу компанию? Мне нравится ваша компания. Здесь дружный коллектив и хорошие условия. Спасибо. Нам нужны люди, которые хотят учиться и работать.
Я очень хочу работать у вас. Я готова учиться и помогать команде. Хорошо, после обучения будет небольшой тест, не волнуйтесь, все просто. Я немного переживаю, но постараюсь. Главное стараться, мы поможем вам подготовиться. Спасибо большое. А где будет проходить обучение? В нашем офисе, в учебном классе, на втором этаже. Понятно. Мне нужно приносить с собой что-то. Только блокнот и ручку для заметок, все остальное мы дадим. Хорошо, я все принесу. Замечательно. Первый день обучения, да в следующий понедельник. Спасибо, я запишу. Я могу прийти немного раньше. Конечно, можете прийти за 10 минут до начала. Отлично. Я всегда стараюсь быть пунктуальной. Это очень хорошо, мы ценим пунктуальность. Дмитрий, а если я что-то не пойму на обучении, можно ли задать вопрос после занятия? Конечно, вы можете задать вопрос в любое время, я всегда на связи. Спасибо за понимание, я очень ценю это. Пожалуйста, мы всегда рады помочь новым сотрудникам. Дмитрий, а обучение будет только теоретическим или будут практические задания? Будут и теория, и практика. Вы попробуете все сами. Мне это нравится. Я лучше учусь, когда делаю что-то руками. Это отлично. На практике вы все поймете быстрее. Спасибо за объяснение. Я уже с нетерпением жду начала. Очень приятно это слышать. Вы хороший кандидат. Спасибо, я буду стараться изо всех сил. Я верю вам. Если нужно, я помогу с любым вопросом. Спасибо за поддержку, Дмитрий. Мне стало спокойнее. Пожалуйста, Ирина, я рад помочь. До встречи на обучении. До встречи, хорошего дня. Вам тоже хорошего дня. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я сегодня на собеседовании. Можно задать вопрос? Здравствуйте, Ирина. Конечно, спрашивайте. Я Денис, технический специалист. Спасибо, Денис. Я работаю с этой программой, но вижу, что она устарела. Как я могу ее обновить? Хороший вопрос. Сначала нужно узнать, какая версия у вас установлена. Можете показать. Да, вот мой экран. Здесь написано версия 2.1. Это старая версия. Да, сейчас есть версия 3.0. Новая версия работает быстрее и безопаснее. Отлично! Как скачать обновление? Нужно зайти на сайт. Да, нужно открыть сайт нашей компании. Там есть раздел загрузки. Видите его? Да, вижу. Мне выбрать программу и нажать «Скачать». Верно. После скачивания откройте файл установки. Это несложно. Хорошо. А если появится ошибка при установке? Если будет ошибка, посмотрите текст ошибки. Обычно там есть подсказка.
А если я не понимаю подсказку, можно спросить у поддержки. Конечно, у нас есть служба поддержки. Можно позвонить или написать на e-mail. Хорошо, спасибо. После установки нужно перезагрузить компьютер. Иногда нужно, иногда нет. Программа сама скажет, если это нужно. Ясно. А мои файлы не исчезнут после обновления? Нет, ваши файлы останутся, но лучше сделать копию важных документов. Спасибо за совет. Как сделать копию файлов? Можно скопировать их на флешку или на облако, например, на Яндекс.Диск. Я пользуюсь флешкой. Это безопасно? Да, флешка, вот и хороший вариант. Главное, не теряйте ее. Постараюсь не потерять. Сколько времени занимает обновление? Обычно 10-15 минут, если интернет быстрый. У меня дома медленный интернет. Что делать? Вы можете скачать обновление здесь, в офисе, и установить дома с флешки. Отличная идея. А если установка прервется? Тогда просто начните заново. Обычно все работает со второго раза. Спасибо, Денис. Вы очень понятно объясняете. А вы давно работаете с этой программой? Уже 3 года, и я часто помогаю коллегам с обновлениями. Наверное, у вас много интересных случаев? Да, иногда случаются забавные истории. Например, однажды человек обновил не ту программу. Ой, и что было дальше? Пришлось переустановить все заново, но мы быстро помогли. Хорошо, что есть поддержка. Я раньше боялась обновлений. Это нормально. Главное, не бояться спрашивать. Спасибо, теперь мне не страшно. Можно я попробую обновить сейчас? Конечно, давайте попробуем вместе. Если что-то не получится, я помогу. Вот, я скачала файл. Теперь нажимаю «Установить». Да, именно так. Ждем, пока загрузится. Все, программа установилась. Спасибо большое за помощь. Пожалуйста, рад помочь. Если будут вопросы, обращайтесь. Обязательно. Спасибо еще раз, Денис. Удачи вам на собеседовании, Ирина. Хорошего дня. И вам хорошего дня. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Я Ирина, кандидат на позицию тестировщика. Добрый день, Ирина. Я Дмитрий, технический специалист. Как вы себя чувствуете? Спасибо, все хорошо. Немного волнуюсь, но готова работать. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Давайте начнем с тестового задания. Конечно. Что мне нужно сделать? Откройте, пожалуйста, папку «Проект». Там есть файл «Отчет важно docx». Я вижу папку. Открываю. А, где-то тут. Отлично. Теперь попробуйте изменить в файле первую таблицу. Хорошо, сейчас открою файл. Все получается? Ой, кажется, я случайно удалила файл.
Ой-ой, как это случилось? Я хотела нажать «Переименовать», но нажала «Удалить». Простите, пожалуйста. Не переживайте, такое бывает. Файл просто исчез. Да, он пропал из папки. Я очень извиняюсь. Все нормально, давайте попробуем восстановить его из корзины. Хорошо, открываю корзину. Вот он. Я могу восстановить. Да, нажмите «Восстановить». Готово. Файл снова в папке. Отлично, видите, не так страшно. Спасибо большое за помощь. Я очень переживала. Не волнуйтесь, главное, вы справились. Я буду внимательнее. Простите еще раз. Все хорошо, Ирина, это часть процесса. Вы часто сталкиваетесь с такими ошибками? Иногда, даже у опытных сотрудников бывают такие случаи. Спасибо, мне стало легче. Вам не за что. Если что-то случится, всегда можно спросить. А если файл не был бы в корзине? Тогда мы бы попробовали восстановить его с помощью резервной копии. Понятно. В вашей компании часто делают резервные копии. Да, каждый день. Это важно для безопасности данных. Это очень хорошо. Да, мы стараемся защитить информацию. Спасибо, что объяснили, это полезно знать. Конечно. А теперь вы можете продолжить задание. Да, теперь я снова открою файл и изменю таблицу. Хорошо, скажите, если нужна будет помощь. Спасибо, вы мне очень помогли. Рад помочь. Вы очень спокойный человек, это приятно. Спасибо, стараюсь поддерживать коллег. Я буду работать еще внимательнее. Это хорошо. Внимательность– важное качество. Я согласна. Если готовы, можете приступить к следующему шагу. Да, я готова. Отлично. Удачи вам. Спасибо большое. Если будут вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Обязательно. Хорошего дня, Ирина. И вам хорошего дня, Дмитрий. До свидания. До свидания.